Всем привет! Сегодня такая хорошая погода, что мы решили вас взять с собой на прогулку. И сегодня я хотела бы рассказать вам о 5 вещах, за которые я очень люблю Польшу. Не мне вам объяснять, что сейчас очень такой тревожный период. Тяжело сейчас очень многим людям. Люди многие переехали, и все испытывают нервы, тревожность. Мне сейчас очень плохо из-за семьи, проблем в семье, из-за войны и так далее. Мне кажется, очень важно, когда так плохо людям, обращать внимание на что-то хорошее, что позволит чувствовать себя комфортнее, немножко себя успокоить свою тревожность. И я расскажу о вещах, которые мне нравятся именно в Кракове, которые мне кажутся успокаивающими. Но вы напишите в комментариях, если эти вещи в ваших городах, где вы находитесь. Или, может быть, просто попробуйте обратить внимание на то, что может вам дать какое-то моральное успокоение. Вот попробовать выделить что-то хорошее в том месте, где вы живете, чтобы почувствовать себя лучше. Первый пункт, которым бы я хотела поделиться, это парки. Здесь, в Польше, они так заботятся о зелени, и как бы там психологи доказали и так далее, что прогулки, зеленый цвет зелени, это все очень хорошо влияет на психику, на ее как бы уравновешивание. Чем больше человек гуляет, тем как бы лучше для его ментального здоровья. И здесь, в Польше, особенно, не знаю, в Кракове, может быть, в других городах тоже, на каждом шагу находится очень много парков. Я очень люблю выходить из дома, когда у меня есть на это силы, и просто здесь гулять под музыку, или просто с Сашей мы ходим, дышим воздухом, смотрим на то, как зелено. Но особенно, что мне нравится, что здесь очень продумано сам вот этот зеленый ландшафт. Здесь сменяют друг друга деревья, клена на дубы, на рябины, там кусты разные везде, и все очень приятно глазу, цветы друг друга сменяют, и все достаточно ухоженное. Это к тому, что где бы вы ни находились, постарайтесь найти какие-то зеленые участки, постарайтесь найти парки, гуляйте возле дома, обращайте внимание на природу и побольше гуляйте, это помогает себя почувствовать лучше. Второй пункт, за который я очень люблю Польшу, особенно Краков и некоторые другие города, это за сеть мороженого Гутлут. Это была бы прекрасная реклама, если бы у нас было достаточное количество подписчиков, но у нас нет рекламы, поэтому не забудьте, пожалуйста, подписаться, чтобы наш канал развивался. Я имею аллергию на лактозу, и поэтому я не могу вот летом просто взять и пойти, там, не знаю, рожок мороженого, съесть его и насладиться летом, осенью, ну или вообще мороженым. А здесь, в Польше, есть сеть Гутлут, которые мало того, что у них есть смаки дня, они их меняют каждый раз. И в этом очень классный есть сюрприз, потому что ты не знаешь, какой будет вкус. Недавно я пробовала вкус пива с вишней. Это вкус банана с красным апельсином. Я сейчас опьянею от этого стаканчика. Кубечек с пивом. И они часто бывают без лактозы. И я могу спокойно поесть, как и все, мороженое. Ну, в общем, это классный стартап, классная сеть. Поищите, если она в вашем городе. Суть в этом, что вам надо посмотреть в своем городе, что у вас есть такого рядом с вами, вкусного, за что вы полюбите ходить в это место. То есть, как бы, чтобы у вас был некий ритуал, который приносит вам дофамин. Я люблю выйти, прогуляться с Сашей и взять мороженое, потому что оно часто какой-то неожиданный будет вкус, очень вкусный. И как бы жизнь немножечко становится лучше. То есть как бы важно образовать для себя какую-то приятную, вкусную рутину. А вот этот вкус сегодняшний просто. Третий пункт, за который я очень люблю Польшу, и мы как бы, это, мне кажется, лейтмотив во многих наших роликах, это то, как Польша сохраняет свои исторические, ну или просто старые здания. Мне очень нравится гулять по центру Кракова, ну и в других городах также, потому что здесь сохранена вот эта невысокая постройка. Каждый дом, даже если он не несет какой-то исторической ценности, он будет отремонтирован, ну либо просто приведен в какой-то порядок. То есть очень приятно гулять по этим городам, где ты чувствуешь связь между прошлым и настоящим, они невысокие, психологически на тебя это не давит. В общем, мне кажется, вот сами прогулки по Польше между этими зданиями, вот сквозь эту архитектуру, они приносят отдельное удовольствие. Найдите в вашем городе какое-то старое историческое здание или старый исторический переулок, прогуляйтесь по нему, узнайте
может быть, какие есть организации, которые помогают это сохранить. Попробуйте проникнуться этой историчностью какой-то. Особенно сейчас, когда все кажется разрушенным, прошлое кажется неважным. Мне кажется, обращать внимание на это будет полезно и приятно. Четвертый пункт, за который я очень люблю Польшу, это огромное количество секонд-хендов. Как бы кажется, очень странный пункт, но мне реально нравится, что практически на каждой улице будет какой-нибудь секонд-хенд, который даже будет выглядеть непримечательно, но там всегда можно найти что-то прикольное. Например, вот эта рубашка 10 злотых, новая, отличная рубашка, которая подходит под все. И еще я люблю антикварные магазины и блошиный рынок. То есть, в общем, что я здесь имею в виду, то что в Польше очень много того, где ты можешь купить что-то старое и взять себе. То есть это вот момент охоты и коллекционирования, он очень затягивает и отвлекает от проблем. Прийти в секонд-хенд, найти что-то прикольное по твой гардероб, или сходить на блошиный рынок, найти какую-нибудь старую кружку, старую вазу. То есть зависит тоже под стиль твоей квартиры. То есть этот момент охоты и коллекционирования, он прям тоже как-то успокаивает. У тебя есть фокус на что-то другое. Вот даже если в вашем городе нет особо много секонд-хендов или блошиных рынков, придумайте то, что можно себе коллекционировать, какие-то блокноты и так далее. То есть придумайте для себя какую-то такую игру, которую вы будете исследовать, что-то искать. Потому что когда вы находите это, вы испытываете огромное чувство радости. Когда нашла эту рубашку, я была дико рада. Когда вы находите то, что вам нужно, это дает тоже много очень радости, приятности и какого-то, вот знаете, уюта, что ты принес что-то домой. Перед тем, как я расскажу про пятый пункт, пожалуйста, проверьте, что вы подписались на этот канал. Это очень важно, чтобы не пропустить. У нас скоро будет прямой эфир, где ответим на все ваши вопросы. Ну и вообще это очень важно для развития нашего канала, поэтому поддержите нас и проверьте. Пятый пункт — это люди. Такой вот банальный вывод, но, собственно, мне нравится, что я здесь, когда гуляю по Польше, я вижу очень много семей, которые путешествуют. Мы много где были и прям видели много семей, которые все вместе на великах едут. Много гуляют отцов с детьми, много проводят спортивное время. Люди друг другу тут не лезут, но очень помогают, если кто-то оказался в беде. Мне нравится здесь отношение к людям, и это очень важно. Важно чувствовать себя комфортно среди людей, а не в состоянии опасности. Будьте сейчас со своими близкими, потому что очень важно чувствовать себя безопасным. В заключение я хотела бы сказать, что сейчас в такой период сложно иногда делать какие-то суперинформативные ролики, поэтому у нас был раньше вот этот формат дневника, где я брала вас с собой на прогулку, и мы о чем-то размышляли. Если вам понравился этот формат, поставьте лайк, мы его будем продолжать. И не забудьте, пожалуйста, поддержать наш канал, если хотите. Это поможет нам делать ролики чаще и больше. Можете поддержать нас на Патроните, ссылка в описании, либо здесь, на Ютубе, став нашим спонсором. Поэтому спасибо большое, что досмотрели до конца. Надеюсь, мои советы будут вам полезны. И берегите себя.